приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке всемирного и голубого неба над головой. В этом видео мы поговорим о том, как вы можете привлечь удачу в первом весеннем месяце, в марте 2022 года. Уделим внимание народным приметам, которые остались от наших предков и которые использовали эти советы, эти рекомендации для того, чтобы первый весенний месяц заложил основы для будущего года. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Итак, друзья, весна – это, наверное, время перемен. И, конечно же, мы хотим, чтобы они были позитивными, добрыми, созидательными. Поэтому давайте вместе с вами воспользуемся все-таки мудростью и знаниями наших предков. И вот эти народные приметы действительно помогут нам привлечь в нашу жизнь удачу и процветание. Итак, друзья, обращаем ваше внимание, что если весной у вас после снегопада будет снегопад, то обязательно принесите снег домой. Дождитесь, пока он растает, а затем вылейте его за порог, для того, чтобы с талой водой из дома ушел любой негатив. Достаточно простая практика, но она очень эффективная. А вот если вы увидели в марте первый цветок, который расцвел, вне зависимости, что это будет, это может быть подснежник, гиацинт, у кого что, но именно этот цветок должен быть именно расти, то есть не покупной. Его нужно сорвать, но не надо весь цветок, а буквально немножечко, и несите домой. Его нужно засушить и сделать из него талисман удачи. И вот это растение нужно поместить в мешочек и повесить у входной двери. Также обязательно заговаривайте свою рассаду, потому что многие из нас все-таки любят заниматься помидорами, огурчиками, баклажанами, перчик выращивать. Но поэтому обязательно заговорите рассаду для того, чтобы получить великолепный урожай уже летом. Поэтому обязательно свою рассаду полейте талым снежком, чтобы растения были крепкими и противостояли любым болезням. А вот финансовое благополучие привлечь в свою жизнь вам помогут птицы. Поэтому обязательно в марте подкормите семечками тех птичек, которых вы увидите. Таким образом, птички принесут вам деньги в ваш дом. Также постарайтесь, если в марте в вашем регионе или в ваших краях будет дождь, обязательно нужно под него попасть, потому что это по народным приметам именно к удаче. Во время дождя вы также можете загадать свое какое-то самое заветное желание. Подставьте обязательно капелькам дождя лицо и скажите те слова, которые вы хотите, чтобы оно исполнилось. И обязательно ваше желание сбудется. А вот избавиться от бед и проблем по народной примете вам поможет дерево или куст с почками. Вам нужно навязать алую ленточку и попросить удачи во всех своих начинаниях. Конечно же, удача не обойдет вас стороной, если вы весной найдете белое перо. Его нужно принести домой и втыкнуть в дверной косяк. А вот увидеть стаю перелетных птиц, которые громко кричат, к большой удаче в личной жизни, и, кстати, и к деньгам. Также, если в вашем регионе в марте выпадет еще снег, то обязательно старайтесь с ним умыться. Тогда вы весь год не будете болеть, и если будут какие-то болезни, то вы сможете быстро от них избавляться. А если вы услышали гром, то быстро проговорите все то, что вы хотите оставить в прошлом. Достаточно очень важная практика, которую наши предки проводили. Кто-то скажет, а что, может быть весной гром? Вы знаете, вполне может быть. В разных регионах, конечно, это по-разному, но это возможно. Конечно же, если вы увидели Божью коровку, уже, наверное, когда потеплеет уже, то, вы знаете, тогда вас весной ждет удача. Поэтому обязательно посадите ее на руку, прошепчите ей свое самое заветное, самое сокровенное желание и отпускайте ее в полет. И обязательно в вашу жизнь придут новые интересные изменения, которые действительно изменят вашу жизнь.
Ну а чтобы привлечь в дом благополучие, вам поможет веник. Вам нужно им подмести весь свой дом, далее промыть проточной водой и украсьте свой дом алыми лентами. А вот на ночь, вот вы провели практику, да, вы подмели жилье, промыли проточной водой, можете взять щепоточку соли бросить, и после этого, когда вы видите, что в вашем доме все чистенько, все хорошо, обязательно украсьте алыми лентами, а веник оставьте у порога, но метелкой вверх. Когда пройдут одни сутки, обязательно соберите алые ленты, поблагодарите их за службу, за то, что они привлекли в вашу жизнь изобилие, достаток и благополучие, и после этого вы можете их закопать или выбросить, но так, чтобы меньше людей видел эти ленты. Конечно же, деньги вы можете привлечь и с помощью мытья полов. Вот для этого вам нужно набрать вечером водичку, и добавить несколько монет и вот настаивать это с вечера до утра, а утром уже вот такой водой промыть пол во всем вашем доме или квартире. Вы знаете, счастье придет в вашу жизнь и ваш дом, если у вашего дома громко поют птицы. Кто скажет, а что так бывает? Да, вы знаете, так бывает. Птицы, если прилетают и начинают что-то ворчать, что-то произносить, какие-то трели, знаете, то вам идет именно счастье в вашу жизнь. А если вы увидели бабочку, особенно ранней весной, значит, это говорит о том, что удача будет во всех ваших начинаниях и во всех ваших делах. Также, друзья, очень важно, чтобы вы обязательно подкармливали своего домового. Это очень важно, потому что таким образом домовой наберется сил и сможет защищать семью от любых невзгод. И вообще старайтесь дедушке домовому уделять особое всегда внимание. Это очень важно. Обязательно с ними разговаривать, обязательно хотя бы раз в месяц угощать его молочком, в печеньем, вкусняшками, потому что домовой имеет очень важное значение, потому что он является помощником для вас и для вашей семьи. Друзья, вот такие вот народные приметы, которые наши предки оставили нам для того, чтобы мы могли использовать себе во благо. Обращаем ваше внимание, что наши предки передавали эту информацию из уст в уста, потому что когда-то, как вы знаете, не было ни телевизора, ни мобильного телефона, да и вообще даже, наверное, электричества и не было. Вспомните, когда появилось только электричество. Вот. Поэтому, помните лампочку Ильича? Поэтому, друзья, было время, и вся информация передавалась из уст в уста. Поэтому давайте будем пытаться использовать эту информацию во благо себе, потому что эта информация все-таки важная. У нас с вами сейчас наступает весна, время посевов, время, знаете, вот весна, она когда вступает, и вот мы видим, что начинают почки расцветать, да, набухают, и потом появляются первые листочки. Вы знаете, это очень такое интересное явление. Это насколько энергия, мощная энергия каждого дерева, каждого цветочка, энергия какая земли, чтобы вот дать вот этому энергию жизни. Или возьмите ту же семечку, насколько она семечко, да, там внутри вот это две долечки, и насколько сильно вот проявляется вот эта жизнь, сколько каждая семечко, каждая клеточка, она хочет жить, она хочет развиваться, она хочет прочувствовать и познать этот мир. Поэтому давайте вместе с вами эту весну проведем в созидании. Есть у вас, вы, например, у вас нет дачи, но у вас есть балкон, возьмите землю, возьмите кадушки какие-то и посадите растения, те, которые вам хотят. Возможно, сейчас есть семена томатов, огурцов, таких гибридных, они маленькие, им не надо много места, но зато вы на балконе будете радоваться, радовать себя и смотря каждый день, что у вас там цветет, растет. Возможно, вы любите цветы, заведите себе цветы, смотрите, не отвлекайтесь на вот этот негатив, который никому не нужен, потому что мир меняется, друзья, не привязывайтесь к материальному. Конечно, наш мозг сейчас хочет узнать, что будет дальше, но чтобы пришло вот то новое, интересное, прекрасное,
А вы знаете, чтобы оно пришло, нам нужно вот это все убрать. Кто-то скажет, ну как же так, это боль, это... А вы знаете, мы сами себя, мы пытаемся подключиться к эгрегору злости, к негативу, боли, мы кайфуем, многие люди, не надо. Откажитесь от этого. Вы знаете, вот знаете, вот сейчас вышло у нас солнышко, и прямо вот как будто, знаете, вот Божье благословение говорит, да, все правильно, нужно двигаться дальше. Мир не остановился, мир движется, наша планета, она развивается, так же самое, как и каждый из нас. Каждый человек приходит в этот мир для того, чтобы познать, увидеть что-то новое. И мы с вами должны вместе это творить. Давайте вместе с вами сделаем, знаете, энергию любви, энергию созидания. Начните вот с балкона, возьмите, посадите растюшки. Возможно, вы любите копаться в земле, и вы даже если живете в многоэтажке, возьмите себе кусочек земли и начните садить растения, цветочки, занимайтесь чем-то. Но занимайтесь созиданием, это очень важно сейчас, это понимать и осознавать. Друзья, на этой прекрасной ноте мы вас всех целуем, мы вас всех обнимаем. Желаем вам всего самого-самого наилучшего. Пусть в вашей жизни будет все прекрасно. Мы знаем, мир меняется, и вот эта вот энергии, новые вибрации, они настолько прекрасны. Мы желаем, чтобы вы их почувствовали и взяли их также и начали, вот знаете, внутри себя, в своей душе выращивать вот эти новые цветы жизни. Это очень важно, друзья. Мы вас всех любим, целуем и встретимся уже в следующем видео.